Газета «Израиль Хайом», считающаяся близкой к правительственным кругам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, опубликовала аналитический материал, в котором утверждается, что Иран перестает рассматриваться как главная экзистенциальная угроза для Израиля. По оценке издания, на первый план выходит Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чья активность все чаще воспринимается в Иерусалиме как системный вызов региональному балансу сил. В публикации отмечается, что Анкара последовательно усиливает свое влияние на Ближнем Востоке не только в военной, но и в политической и дипломатической плоскостях. По данным источников «Израиль Хайом», Турция стремится выстроить вокруг Израиля цепочку опосредованного давления, что в перспективе может существенно осложнить его стратегическое положение. В материале подчеркивается, что в течение ближайших 10 лет Анкара намерена утвердиться в статусе одной из ключевых региональных держав, а события в Сирии и растущая роль Турции вызывают серьезную обеспокоенность в израильском истеблишменте. Автор анализа Amit Segal призывает власти Израиля постепенно смещать стратегический фокус с Ирана на Турцию. На этом фоне в израильских и западных медиа все чаще появляются утверждения о глубинных изменениях внутри турецкого военного истеблишмента. В ряде публикаций, включая материалы, связываемые с так называемыми скандальными файлами Эпштейна, утверждается, что Реджеп Таип Эрдоган последовательно очищает вооруженные силы Турции от офицеров, выступавших за прагматичные или партнерские отношения с Израилем. По оценкам аналитиков, речь идет не о разовых кадровых решениях, а о системной идеологической перестройке армии в соответствии с политическим курсом нынешнего руководства страны. Дополняют картину заявления лидера партии национального движения, турецкого националиста Девлета Бахчели, который публично призвал Эрдогана войти в историю как новый завоеватель Иерусалима, апеллируя к символике османского и исламского прошлого. Эти слова были восприняты израильскими структурами безопасности как еще один сигнал о росте идеологической и стратегической напряженности. На этом фоне израильский академик Меир Масри, известный своей близостью к Биньямину Нетаньяху, выступил с резким заявлением в адрес Реджепа Таипа Эрдогана, заявив, что турецкий лидер сам разжег огонь региональной эскалации и рискует столкнуться с ее последствиями. Дополнительный резонанс в Израиле вызвал документальный фильм, показанный одним из ведущих израильских телеканалов и посвященный личности Эрдогана и роли турецкой армии за рубежом. Участники фильма выступили с жесткими оценками политики Анкары. Израильская исследовательница Зали де Толедо заявила, что не хотела бы видеть турецкие войска вблизи израильских границ, подчеркнув наличие глубоко укоренившейся антиизраильской настроенности в вооруженных силах Турции. Эксперт по Турции Хай Эйтан Коэн Янарачак отметил, что турецкая армия, входя в регион, как правило, там и остается, приводя в пример Ирак, Сирию, Кипр, Катар, Сомали и Ливию. Бывший дипломат Алон Лиэль, в свою очередь, заявил, что Эрдоган относится к Хамас как к второстепенному движению, а отставной генерал-майор Чейни Марам подчеркнул, что Израиль не может допустить присутствия турецких войск в Газе и их прямого взаимодействия с израильскими солдатами. Сам Эрдоган, комментируя дискуссии, проходившие в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что критика глобальной системы, ранее звучавшая со стороны Турции, теперь все чаще разделяется и западными лидерами. По его словам, те, кто еще недавно восхвалял существующий мировой порядок, сегодня открыто говорят о его искажениях, несправедливости и структурных проблемах. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара пожинает плоды того, что, по ее собственному убеждению, стояла на правильной стороне истории, соблюдала требования веры и уважала права соседей.
Говоря о Сирии, Эрдоган заявил, что после устранения, как он выразился, сепаратистской террористической угрозы на севере страны, с облегчением вздохнет не только сирийский народ, но и весь регион, а победителями единой и безопасной Сирии станут все ее этноконфессиональные группы. Параллельно поступает информация о намерении Турции создать военную базу в сомалийском регионе Лас-Карай, имеющем прямой выход к Красному морю. По данным Middle East Eye, этот шаг способен значительно усилить военное и стратегическое присутствие Анкары в одном из ключевых мировых морских коридоров. Эти планы обсуждаются на фоне того, что Израиль официально признал Сомалиленд самопровозглашенное мусульманское государство в Африке, которое рассматривается как потенциальный пункт приема жителей Газы, желающих покинуть сектор. Кроме того, Сомалиленд рассматривается рядом израильских и региональных аналитиков как возможный элемент сдерживания турецкого влияния в Африке и противодействия йеменским хуситам. В последние недели появились сообщения о росте напряженности в регионе. Сомалийские и израильские СМИ заявили, что Турция направила 3 истребителя F-16 в Могадишо. Американское издание The War Zone сообщило, что размещение турецкой авиации происходит на фоне усиления атак группировки Аш-Шабаб, а также строительства Турции объекта, способного принимать и обслуживать боевые самолеты. Отмечается, что подобная практика для Анкары не является новой. В 2020 году Турция уже размещала F-16 в зоне активных боевых действий во время конфликта между Азербайджаном и Арменией. Власти Сомалиленда при этом выступили с жесткими заявлениями, назвав возможное расширение турецкого военного присутствия прямой угрозой как для них самих, так и для Израиля. Анкара официально эту информацию пока не комментировала. Согласно открытым источникам, в ближайшие месяцы Турция может направить дополнительные истребители, беспилотники, системы ПВО, а также военно-морские и сухопутные силы на фоне проектов по бурению нефтяных и газовых скважин и строительства космодрома, который может стать первым на африканском континенте. Официально эти шаги объясняются задачами стабилизации безопасности в районе Африканского рога. В Израиле при этом считают, что подобные действия противоречат его собственным стратегическим планам, связанным с усилением контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, ключевой точкой на стыке Красного моря и Индийского океана. Источники региона утверждают, что признание Израилем Сомалиленда продиктовано не столько гуманитарными мотивами, сколько стремлением получить сухопутный плацдарм для потенциального давления на хуситов, союзников Ирана и активных противников Израиля. Географическое положение Сомалиленда напротив йеменского Адена и относительная близость порта Бербера к Ходейде, находящейся под контролем хуситов, рассматриваются как стратегическое преимущество. В этом же регионе активны Объединенные Арабские Эмираты, владеющие долей порта Бербера и имеющие там военную инфраструктуру, что усиливает предположение о формировании неформальной оси интересов. Отдельное измерение напряженности связано с военно-техническими вопросами. Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией о возможности ее возвращения в программу истребителей F-35 при условии отказа от эксплуатации российских систем ПВО С-400. На этом фоне турецкие и иранские СМИ сообщают о якобы ведущейся премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху закулисной кампании против продажи F-35 как Турции, так и Саудовской Аравии. По этим данным, цель Израиля – сохранить качественное военное превосходство в регионе. В Иерусалиме эти действия объясняют вопросами национальной безопасности, а источники указывают на закрытые контакты Нетаньяху с представителями американского политического и оборонного истеблишмента. Дополнительный резонанс вызвали заявления израильской активистки Даны Леви, которая в публикации на турецком языке резко раскритиковала политику Анкары, сопроводив свои слова исторической картой времен соглашения Сайкса-Пика и Севрского договора.
Эти высказывания были восприняты в Турции как часть более широкой информационной конфронтации, связанной с образом Эрдогана как одного из ключевых противников израильской политики в регионе. По оценкам израильских источников, основная опасность заключается не в резком военном столкновении, а в постепенном изменении реальности. Турция, действуя серией небольших, на первый взгляд, некритичных шагов, может со временем ограничить свободу действий Израиля, включая доступ к воздушному пространству Сирии и Ирака. В Иерусалиме опасаются, что совокупный эффект таких шагов может проявиться лишь через месяцы или годы, когда возможности для реагирования окажутся существенно сужены. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ключевые события в мире и на Ближнем Востоке.